Ложка должна быть чайная, без горки. Это на горшок 3,3 литра. Вот сейчас мы с вами сделаем все правильно. Добрый день, друзья! Сегодня покажу пересадку орхидеи ваниль. Но сначала хочу показать вам орхидею Мильтониопсис. И, наверное, те, кто смотрит мой канал постоянно, поймут, о каком удобрении и чайной ложке этого удобрения я буду говорить. Это не секрет. Пересадку этой орхидеи вы видели, и я вам уже показывала первый результат. Вот сейчас, по прошествии почти 2 месяцев после пересадки, орхидея распустила 3 цветоноса. Да, не такое обильное цветение, как летом, но оно есть. Еще один цветонос появился у орхидеи. Мне очень нравится тот результат, который я получила. И, конечно, никаких секретов нет, еще раз говорю. Я использовала при посадке удобрение аминосил. И мне нравится не только цветение сейчас этой орхидеи, но и ее активный рост. Пока периода покоя у орхидеи нет. Я вам в прошлый раз показывала много ростов из середины этой орхидеи. Они сейчас подрастают. Надеюсь, что тоже зацветут. И у отцветших бульб тоже появились новые росты. Но в прошлый раз, когда я пересаживала эту орхидею, я допустила не ошибку, а оплошность. Я не смешала удобрение вместе с грунтом, а желательно это удобрение добавлять непосредственно в грунт. И сейчас при пересадке орхидеи ваниль я сделаю все правильно. Но опять же, кто смотрит канал постоянно, знает, что мне подарили отросток орхидеи ваниль. И я очень долго собиралась его посадить. Я вам оставлю ссылку на видео, в котором я даже показывала сначала один ростик, потом разрезала на 2 части, поставила в воду. И вот такие корни орхидея вырастила. Я очень долго собиралась ее посадить, но как-то все не получалось. Вот сейчас все получится. Орхидея ваниль, она относится к орхидным, но по сути это лиана. И растет во влажных, теплых лесах, тропических лесах. Не просто в нашем лесу, а именно в тропических лесах, где очень много влаги. И для того, чтобы содержать ее дома, нужны какие-то особые условия. Но мы прекрасно понимаем, что я не могу создать в своей квартире влажность от 60 до 80%. Посмотрим, как эта орхидея приспособится в тех условиях, которые я ей могу предоставить. А влажности у меня очень мало. От 20 до 40% выше влажность у меня не бывает. Но и грунт ей нужен особый, очень похожий на грунт для бульбовых орхидей, но все-таки не такой. Для орхидеи ваниль нужна землесмесь, так называемая. То есть в кору, кокосовые чипсы нужно обязательно добавить небольшое количество земли.
И вот сейчас мы с вами составим грунт, а потом посадим. Наконец-таки я купила точно такой же горшок 3,3 литра, как у бульбовой орхидеи. И вот сделаем эту посадку. Начнем с грунта. Купила прессованный кокос. Примерно 1/3 часть вот этих 4 литров я вот так разобрала. Есть очень мелкая пыль. Для того, чтобы все это не летело, я опрыскала водой. Теперь следующий ингредиент. В какой пропорции? Вы знаете, я пропорции всегда делаю на глаз. Вот с кокосовыми чипсами понятно. 1/3. Вот у меня есть кора сосны. Но здесь может быть 0,7 литра осталось. Вот половину я добавляю. Так. Если есть очень крупные фракции коры, она легко ломается руками. Сделаю чуть мельче. Можно взять просто мелкую кору, но у меня нет такой сейчас совсем мелкой коры. Можно просто взять кору помельче. Ну, или измельчить, так как я это делаю. Так. Теперь для рыхлости грунта. Вот для ванили нужно и рыхлый грунт, и в то же время влагоемкий грунт. Добавляю 3-4 ложки керамзита. Добавлю 4 ложки керамзита. И земля. Вот здесь самое важное. Я на протяжении долгих лет пользуюсь для посадки своих растений. Я не имею в виду орхидеи, я имею в виду хвои, фиалки у меня были, бугенвиллия, гибискусы, каких только у меня цветов за мою жизнь не было. Не было только суккулентов. Света не хватает в моей квартире с суккулентом. Для суккулентов, конечно, нужно брать специальный грунт. А для всех остальных я всегда использовала грунт для фиалок. Причем у разных производителей разный грунт. В составе этого пакета торф верховой, торф низинный, песок, доломитовая мука и комплексное минеральное удобрение. Но это будет неплохо и для орхидеи. Главное, чтобы этот пакет был не комком, а вот чувствовалась мягкость этого грунта. Ну, или же почвы. Еще раз напомню, что для орхидеи ваниль грунт должен быть влагоемкий. Она не должна пересыхать. И если не хватает влаги, ее нужно обязательно опрыскивать. Вот это, наверное, единственная орхидея, которую я буду опрыскивать. Ей действительно нужна повышенная влажность. И вот сейчас это волшебная ложка гранулированного аминосила. Ложка должна быть чайная, без горки. Это на горшок 3,3 литра. Вот сейчас мы с вами сделаем все правильно. Смешиваем весь грунт.
посмотрю сейчас. Если много кокосовых чипсов, а мало земли, добавлю землю. Как бы мне хотелось, чтобы орхидея ваниль зацвела в домашних условиях. Но цветочек у нее распускается всего на 1 день. В домашних условиях не завязываются стрючки ванили. Если ей понравится содержание, то цветов может быть много. И каждый день может распускаться новый цветок. Но хочу вам сказать, хои очень часто тоже цветут всего 1 день. Ну, бывают такие цветы. Так, немного еще добавлю земли. И опять перемешаю. Очень многие вниз горшка насыпают дренажный слой керамзита. Вот вы знаете, я за всю свою жизнь дренажный слой никогда не насыпала в горшки. Ни фиалкам, ни хоям, никаким вообще растениям никогда этого не делала. И все росло прекрасно. Но если вы пользуетесь дренажным слоем, то сантиметр дренажного слоя нужно насыпать в горшок. Но я этого никогда не делала и сейчас делать не буду. Ту же самую смесь насыпаю вниз горшка. Достаю орхидеи. У ванили воздушные корни всегда растут из пазух листьев. Вот они. И если орхидее все понравится, то она эти воздушные корни будет опускать в горшок. Но это же все-таки лиана. Причем у лианы ствол очень жесткий. Ей нужна опора. И желательно опора, обмотанная кокосовым волокном. Пока я этого делать не буду, посажу вот так рядом 2 орхидейки. Но если мне это понадобится, то, конечно, я прикреплю как-то. Посмотрим, как она начнет расти, а потом буду экспериментировать дальше. Сейчас постараюсь все это сделать аккуратно, потому что у орхидеи, вот, кажется, жесткие листья, но они такие хрупкие, что сломать, конечно, такой лист можно запросто. Так, присыпала одни корни. Теперь как-то мне надо исхитриться, удержать обе орхидейки вот так и насыпать грунт. Семочка, просыпайся. Не надо мне помощника, не надо. Хотите. Отказались. Спи. Спи дальше. Вот так, придерживая по центру горшка. Насыпаю приготовленную землесмесь или землегрунт, как хотите называйте. Чуть-чуть придавлю грунт. И я специально оставила немного смеси, потому что после полива кокосовые чипсы могут разбухнуть, и грунт поднимется выше. Или же земля осесть, и тогда можно будет досыпать. В общем, я посмотрю после полива, нужно ли мне добавить
эту смесь, но, скорее всего, нужно будет. Как поливать такую орхидею, как за ней ухаживать? Ну, я вам уже сказала, что опрыскивать ее нужно каждый день. Ну, по крайней мере, тогда, когда я дома. Можно опрыскивать утром, можно опрыскивать вечером. Можно разместить ее рядом с увлажнителем воздуха. У меня есть вот такие маленькие увлажнители, я о них рассказывала. Близко к ней поставить вот такой небольшой увлажнитель. Ну и утром и вечером, если не забывать, можно ее опрыскивать. А грунт всегда должен быть слегка влажный, не мокрый. С грунта не должна течь вода, он должен быть влажный. Нельзя пересушивать такую орхидею. Она привыкла к повышенной влажности. Посмотрим, как она будет себя чувствовать в посадке. Понаблюдаю за ней. И, конечно, расскажу вам и покажу, что с ней будет происходить дальше. Пока в воде она выпустила отросток. Здесь тоже появился новый листик, но пока ничего не происходит. Но, видимо, вот этому отросточку было не очень комфортно. Посмотрим, что будет дальше происходить с орхидеей. Но очень бы хотелось, чтобы она, во-первых, принялась, а во-вторых, росла. Да, лианы растут быстро и вырастают большими. Но я где-то прочла, что за год она вырастает на 30-40 сантиметров. Надеюсь, что ей все понравится, и она действительно будет так активно расти. А еще бы, конечно, хотелось увидеть ее цветение. Будем наблюдать. И надеюсь, что аминосил поможет росту и цветению моих бульбовых орхидей. До новых встреч, друзья! Увидимся на канале. Вы знаете, что аминосил гранулированный я применяю только на бульбовых орхидеях. А для фаленопсисов я пользуюсь жидким аминосилом. Все видео про удобрения вы можете посмотреть в плейлисте. Ссылку оставлю в правом верхнем углу экрана. Но мне очень хочется провести эксперимент, потому что было много плохих отзывов о гранулированном аминосиле при использовании на фаленопсисах. И этот эксперимент мы с вами тоже проведем. До новых встреч, друзья! Увидимся на канале.